Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Итак, я тут вижу, есть Лич и есть Спектра. Мне очень давно хотелось бы попробовать поиграть через нежить, но мне хотелось бы поиграть через нежить, знаете как? Я хотел бы взять 12 уровень, поставить себе 5 драконов, 6 нежити, керри Лич. Ну, это у меня такие, вот знаете, влажные фантазии. Ну, старт, кстати, у меня тоже более-менее хороший. Реликвии здесь классные. Блин, ну не знаю, короче, смотрите. Если все будет хорошо идти, берем 12 уровень, берем, ставим 5 драконов, 6 нежити и просто кайфуем, чилим. Правильно? Правильно. Погнали, будем реализовывать. Поэтому, ребят, присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. А я надеюсь, что сила рандома сегодня мне позволит записать интересненький контент. Блин, неплохо приходят. Но это я брать не буду, не хочу. Плащ-пальто мне не надо. Колечко. Вот колечко, кстати, я возьму. Я возьму колечко. Колечко всегда хорошо, плюс мана. Особенно, когда у тебя есть прокаст какой-либо, то мана это прям то, что доктор прописал. Там уже нашли тролля шамана в 2 звезды. Вот такое. Это такое. На самом деле. Хочу ли я именно попробовать через нежить? Ну, в принципе, есть 2 легендарные фигуры нежити. Если еще и некр будет, то, в принципе, это будет приятно. А что это за подгон такой? Ничего себе. О, да. Блин, башер первого тира. Но мне башер первого тира не нужен. Мана плюс 50 берем, потому что у меня есть как-никак Тинкер. Есть Огр. И если там парочка ракет полетит, то будет шикарно. И я надеюсь, что Тинкер в 2 звезды довольно-таки рано ко мне придет. Очень на это надеюсь. Потому что в последнее время у меня с Тинкером как-то не слаживаются отношения. Точнее, не складываются. Кристалл мана плюс 50 есть. Да шо это такое мне идет? Алло. Неужели это будет ранний баф людей? Тьфу-тьфу-тьфу. Надеюсь, что так оно и будет. Я давно с бафом ранних людей не сидел. На самом деле, получить ранний баф людей, вот где-то на раунде так 3-м, 4-м, это прям вообще шикарно. Вот, ну, а кто может взять и посчитать такой, вот смотрите. Берете баф людей, 3, больше и не надо. Просто их ставите на свой стол, и вот посчитайте, за 7 раундов, начиная с 4-го, сколько опыта вы получите. Это столько денег вы сэкономите. Вообще шикарно. А если у вас еще и более-менее сильный стол, то это вдвойне прекрасно. Мне еще и шаманы идут. Обалдеть. Блин, взять шаманов? Ну, я думаю, взять, попробовать. Может быть, все-таки шаманы придут. Может взять уровень и усилить свой стол. Один чел играет там на лустрике, это хорошо для меня. Мне бы хотелось, конечно, баф мехов еще со старта. Было бы сильно. Либо же баф шаманов тоже было бы прикольно. Я, короче, возьму уровень. Поставлю гоблина, чтобы у меня был баф гоблинов. Плюс, если он кого-то убьет, то это плюс 1 монетка, вообще шикардос. Ну, плюс повысю себе шанс на то, что мне выпадет человек. Кстати, решил, если что, 5-й взять, пока говорил. Я все-таки решил, что попробую на сильном столе выехать. Вот серьезно. Попробую на сильном столе выехать. У меня, по сути, один из самых сильных столов сейчас на текущий момент. Но, как говорится, Тинкер может кастануть свои ракетки в лоу хп. И, Саня, будешь пальчик чмок-чмок делать. Давай, ракеточки, давай. Только... Ой, хорошо. Ой, хорошо, ракетки полетели! Вот это да! Наконец-то! Легионка. Оу май. Ха-ха-ха! Баф людей на 6-м раунде, в принципе, это неплохо. Потому что даже так я нормальное такое количество денег сэкономлю. Тут есть еще и дизраптор. Есть берсерк. И хочется и то, и то. Блин, и что делать? Что делать? Что делать? На самом деле, если я выбью себе дизраптора довольно-таки рано, я могу попробовать через дизраптора поиграть и 6 богов. Это будет вечный сайленс, куча моментального урона. Ну, против ТБшки, наверное, тоже будет неплохо, если двойные клыки найду. То ну как, в принципе, должно быть неплохо. Но тоже, ТБшка может найти себе БКБ, и я буду, ну, сами понимаете, что делать, да? Полный рот болтов обслуживать. Если сейчас раунд проиграю, хотя может за 6-й. Хотя у меня баф мехов нету. Не вижу самого смысла. Там уже панду нашли.
4 рыцаря. Ну, 4 рыцаря это ладно. Меня больше смущают убийцы. Тут сложный выбор на самом-то деле. По реликвиям тоже сложно. Если упадет хаотичный договор, я от него не откажусь, потому что это винстрик. Ну, если, конечно, у меня сохранится винстрик, потому что как-то по усилению сейчас грустно. Да, мне пришло по синергиям неплохо, но у меня нет основного мейн-керри. Если бы у меня был Тинкер в 2 звезды, я был бы уверен на 200%, что все будет хорошо. Пожалуйста, ракетки, нормально, нормально. Лина, бей! Бей! Хорош. Заберу? Так. Бей, 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 бей. Ай, хорошо, винстрик сохранил. Шамана лавы продал, чтобы выйти в деньги. Все-таки 20 монет получше будет. Еще и баф мехов у меня появился. Ну, тут надо выходить из инкама. Я минимум сейчас потратил по деньгам. Ну, это хорошо сейчас у меня. Очень даже хорошо. Мне бы Тинкера в 2 звезды, чтобы я был намного увереннее в своем столе. Но у меня и сейчас очень сильный стол. По сравнению с другими моими противниками, у меня стол обалденнейший. Я хотел бы косу взять, но на самом деле мне больше хочется сейчас на текущий момент это хаотичный договор, потому что я еще не сильно в своем столе уверен. Это если я сейчас еще выиграю этот раунд и следующий, то 100% я хочу себе хаотичный договор, чтобы сохранить себе винстрик, получить предмет 3-го тира, ну и потихонечку усиляться. То есть не париться за тот момент, что я сейчас проиграю раунд и все. Жить. Пожалуйста, жить. Ой-ой-ой-ой-ой, как хорошо ракетки полетели, боже. Хорошо, что у него молнии не прокнули. Продам агра, короче. Выйду в 20 монет. Надо выходить в отличную экономику. Еще и резак так хорошо идет. Орк-жрец. Может, это намек на то, что мне надо поиграть через жрецов? А? Уже там нефритового генерала нашел парень. И все это без клевера он находит, понимаете? Да, это жестко. Да, это жестко. Это очень жестко. Там, кстати, собирается дефолтный ТБ, поэтому сегодня мы будем воевать против метового ТБ. Но на самом деле, если я соберу себе лича с хорошими предметами, я думаю, эту ТБшку я смогу разорвать. Единственное, что, чтобы у этого ТБшки не было БКБ. Думаю, если у него не будет БКБ, а у меня будут нормальные предметы, то, соответственно, я смогу его спокойно вынести без... Ну, вообще без шансов. Ну, кстати, орк сильный еще. Лина в 2 звезды сюда. Это нам надо. Жрецы еще так хорошо падают в моменте. Такое ощущение, что вот прям... Саня, покупай жрецов. Саня, они тебе нужны. Мобов я сейчас в легкую заберу, у меня Лина в 2 звезды. Жалко, у меня молнии нету. Типа, были бы у меня молнии, я бы спокойно себе в Лину закинул бы молнии. И нормально бы наваливал. Собака есть. Огр есть. Тут-тут-тут-ту. Ну, кстати, я собаку поставлю. Я в собаках как-то сейчас побольше верю. У меня все равно баф магов нету. Поэтому можно так посидеть. Я думаю, ну, Цимка это отличный герой. Но она не в 2 звезды, а в 1 звезду мало импакта. А вот от собаки есть импакт. Во-первых, он перевоплотится, своих собак поставит. Это плюс героя, плюс мобы, которые вот просто потянут время, побьют еще немного. Может, мне сейчас вообще рок войны упадет, и я, соответственно, рок войны закину в собаку. Но упала парочка, палочка Гарри Поттера. Сказал парочка. Парочка Гарри Поттера. Я не хочу рандомить. Я не хочу рандомить реликвию. Вообще не хочу рандомить реликвию. Знаете почему? Я думаю, вы прекрасно это знаете, но на всякий случай скажу. Палочку Гарри Поттера, если что, скипать не буду, но пригодится. Потому что там есть жезл Киры. Если я сейчас рандомную реликвию, то мне может упасть жезл Киры. И что я буду с этим жезлом Киры делать? Тут у меня выбор. Либо взять косу, либо свиней. А если мне мета какая-то упадет, что я буду с этой мета делать? Я проиграл этот раунд, прикиньте. А проиграл я чисто из-за темного лорда. Он в 4 фигуры сидит, на секундочку. Охренеть. Боже, ну это обидно, если честно. Ладно, я, наверное, возьму косу.
Я думаю, в ближайшее время у меня в любом случае должно быть усиление. Но то, что я проиграл ему, когда он на 4 уровне. Ну, короче. Я, кстати, сейчас за Кирюлину, может, так попроще будет играть. Палочка Гарри Поттера меня немного должна подсейвить. Потому что если, допустим, Лина прыгнет в какую-то в не очень благоприятные условия, то она сможет отпрыгнуть. Там уже Тинкер 2 звезды. Да, как говорится, что же могло бы пойти не так? А вот что. Вот, смотрите, сейчас Лина прыгает. Отпрыгуй, отпрыгуй. Хорош! Молодчага. Но на самом деле, эта палочка Гарри Поттера, она максимально странно работает по той лишь причине, что, смотрите, она может отпрыгнуть на одну клетку, и в этот же момент вражеская фигура сразу прыгнет к этому герою. И что делать? Я что-то выиграю, надеюсь, раунд? Ну, по идее, Лина должна затащить. Давай, лагуну. Все, изи. Не, ну коса тоже неплохой предмет, особенно когда у меня такой стол. Сейчас еще, может, усиление немножко будет у меня. Ага, черт там плавал. Ну, поставлю чуть больше людей. Можно, кстати, через баф людей попробовать поиграть. То есть собрать себе 6 людей и спокойно чилить. Серьезно? Серьезно? Варлок. Но это скилл. Это скилл обнаружен. Сказать, что я в шоке, это все равно, что ничего не сказать. Что за бред? Ну ладно, окей. Такое бывает, такое бывает. Хорошо, что у этого Варлока нету сейчас рога войны. Немножко потерпим. Да, получу немножко больно, но потерпим. А, ну, блин. Не успею забрать. Если бы у меня был бы Тинкер в 2 звезды, я бы его забрал. А так, к сожалению, не успею. Они слишком плотные. Ну ладно. Обидно. Немножко, но обидно. Немножко, прям, знаете, такого на тоненького обидно. На тоненького. Ну, у меня все хорошо. У меня 93 хп. 50 монет плюс. 7 уровень. Я считаю, у меня вообще идеальная ситуация. Если бы у меня не было денег, не было бы хп, я тут бы просто извелся от злости по максимуму. Может, ну, блин, если бы у меня был Огр в 2 звезды, я бы уже погра себе в 2 звезды поставил. А лучше всего, чтобы сейчас Котл ко мне пришел, чтобы у меня был баф людей, баф магов. Было бы шикарно. Но тут я никак не выиграю, к сожалению. Тут слишком сильно у него. Слава богу, хотя бы парочку фигур заберу. Или нет? Ну, одну фигуру точно забрал. Моя задача это дальше идти в уровень. Сейчас мобы. Сейчас, если на 15 раунде мне упадут молнии, будет хорошо. Будет очень даже хорошо. Даже если молнии не упадут, то в принципе... А что я хочу из 2 тира? Ну, может быть, какие-то арканцы. Раз у меня через прокаст пока что все работает. Потом, если что, переработаю эти лишние предметы в 3 тир, либо в 5 тир. Ну, посмотрим. Кстати, давно мне панда легендарку никакую не присылала. Раннюю. Из плюсов он играет через орков. И хочет играть через шаманов, судя по всему. Но из плюсов сверху то, что у него нет денег особо. У него 29 монет, 6 уровень. То есть, по факту, он сейчас может все проиграть в легкую. Как говорится, какой бы ты скилловый не был, всегда найдется какой-то китаец либо вьетнамец, который расскажет, где тебе раки зимуют. Но в данном случае там не китаец и не вьетнамец, но все равно. Какой бы ты скилловый не был, всегда найдется тот, кто будет тебя скилловей. Блин, предметы мне неплохие падают. Еще и капля упала. Но я возьму каплю. Возьму каплю, потому что может стырит хорошую способность. Дракончиков, если что, потихоньку собираю. Может, через прокаст магический поиграю. Ну, мне в любом случае драконы нужно поднежить будет. Но не факт, что я возьму себе 12 уровень в этой игре. Тут уже довольно-таки сильно у них. Собаку, короче, уберу. Кому мне этот блинк закинуть? Я на самом деле не хочу блинк этот брать сейчас. Рок войны. Возьмем.
И вот так вот сделаем. Вместо легионки поставим. Ну, ТБ собирается. Ничего нового, ничего старого. ТБ, ТБ, еще раз ТБ. Ну да. Что ты хотел сказать? Из головы вылетело, прикиньте. Я просто шокирован таким новостям, что прям... Огр, спасибо. Спасибо, что ты накинул свою способность на собаку, которая просто один раз перевоплотилась и все. Спасибо тебе большое, спасибо. Ты лучший. Запомни, ты лучший. Ладно. Не фартануло. Очень даже не фартануло сейчас. Идем в уровень. Сейчас у меня уже 8-й. Но мне надо как можно быстрее уровень брать. Надо больше уровня. Там парень просто лагуной мне в табло прописал. ДК уже нашли. Я тоже хочу ДК. Можно? Пожалуйста. Парень на втором месте непонятно, что делает. Он либо будет дальше на орках играть, либо не знаю. Но он на шаманах вроде хочет поиграть, поэтому посмотрим. Если ему солнечный шаман упадет, то будет печально. Ой, какую ты обалденную способность украла! Да, лучше бы я не брал этот кристалл, если честно. Лучше бы я попробовал зарандомить реликвию. Честное слово. Ребята, у меня появился план. У меня появился план капкан. Поехали. Я думаю, уже все многие поняли, что я буду сейчас перестраиваться. Я буду перестраиваться в кого? Правильно, в гоблинов-мехов. Сейчас только лишние фигуры надо продать. Это мы берем. Это мы берем и это мы берем. Легионка, иди гуляй. Спасибо тебе за сотрудничество. Пожалуйста, ну, мне надо... Мне нужна цветка. Так, это мы ставим. Этот предмет тебе отдаем. Потому что я верю в тебя намного больше. Сейчас будем ролиться на следующем раунде. Нам надо найти цветку. И нам надо найти... Кого найти? Кстати, парень с 2 молниями. Красавчик. Лев, тигр. Напомню, ребят, что предметы не стакаются. В текущей версии игры не стакаются предметы. Ну, кстати, у меня появилась вторая идея. Можно через золотые роллы поиграть. Если все будет хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Цветочка вообще. Все, поехали. Не знаю, насколько у меня сейчас будет слабый стол. Но если я, в принципе, гоблинов поставлю, должно быть норм. Правильно? Я думаю, правильно. Минер скилл Фуриона украл. Я думаю, надо идти в уровень. Выиграю раунд. Будет шикарно. Не, на самом деле, получить ранние золотые роллы — это то, что доктор прописал. Самое главное сейчас просто выигрывать раунды. Ну, по сути, у меня есть баф гоблинов. И что мы можем сделать? Во-первых, мы можем лича собрать. Во-вторых, мы можем минера собрать. И посмотреть, что там будет за легендарная фигура. Потому что как план у меня появился немножко другой план. Смотрите, я хочу попробовать поиграть через минера. У меня давно есть одна идея, как поиграть через минера. Поэтому мы можем попробовать поиграть через минера. Он еще и ранний в 2 звезды пришел. И Джакира в игре есть, боже. Так. Контент пошел. Боже, обалдеть. Первый раз я играю на золотых роллах, играю через минера, и просто одним золотым роллом я достаю себе минера в 2 звезды. Это ж обалдеть! Это не передать словами, насколько это жестко. Просто не передать словами. Вот вспомните, сколько раз я играл на золотых роллах, столько же раз я не находил себе минера в 2 звезды довольно-таки рано. А тут просто с первого ролла: Саня, на, держи, держи за все твои страдания. Ай, хорошо. Теперь самое главное определиться, кто мне нужен. Так, вот это мне надо. Омника берем. Варлока. Варлока. Нужен ли мне варлок? На самом деле не особо.
Омник это, конечно, круто, но против ТБ это будет слабо. Но на самом деле, типа, Омника можно взять как саппорта, который просто будет подхиливать, скидывать с себя дебафы какие-либо. В принципе, все. Хаотичный договор. Я думаю, возьму хаотичный договор. Обалдеть, у него там стол. Но у меня есть еще один раунд, что я смогу ему сбить винстрик. Хотя на самом деле у него стол будет посерьезнее, чем мой сейчас. Мой минер в 2 звезды может столько не продамажить. Если бы у меня был какой-либо рефрешер, либо же была бы у меня перчатка 5-го тира, которая дает чистый урон, тогда бы я был намного увереннее в себе. Баф гоблинов немного чего не даст, защиту он мне тоже не даст. Омника, если что, я сейчас убрал. Я поставлю 2 минеров, потому что мне нужен хороший нюк, который будет сносить весь стол. Варлока, наверное, не буду собирать. Короче, 3 героя легендарных, которых я буду собирать сейчас. Это то, что я вижу, по крайней мере. Это Дизраптор, это Минер. И это Омник. Так, здесь я выиграю. Здесь стабильный инсектоид собирается. Но я тебе сочувствую, братишка. Ой, братишка, я тебе сочувствую. Хотя нет. Людям, которые играют на инсектоидах, я не сочувствую. Кстати, Карапаса украл у меня Минер. Это тоже прекрасно. Жалко, конечно, он ко мне не пришел, но на самом деле я не уверен, чтобы я его забрал сейчас. Поэтому, в принципе, и не жалко. Хан есть. Кстати, о птичках. Хан мне понадобится. Надо сейчас немножко расстановку поменять. Как-то так сделаю расстановку, чтобы мина была как можно ближе к его толпе. Хотя на самом деле это тоже обоюдоострый меч. Но у меня есть Омник, который должен меня защитить от его прокаста первоначального. Плюс подхилить. Но это как на бумаге. А как по факту мы это увидим. Не, ну Омник вообще красава. Я поставлю, знаете... Короче, у меня миллион идей в голове, что я хочу сейчас вам показать. Во-первых, я хочу показать вам 6 богов через Минера, Дизраптора. И все, в принципе. Есть второй момент, что я хочу вам показать. Это 4 бога, 4 горна, Минер в 3 звезды, Дизраптор в 3 звезды, Омник в 3 звезды. Я слишком многого хочу, но все же. Ребята, это что-то нечто. Это что-то нечто. Мне так Минер не шел очень давно. Вы прикиньте, я сейчас его раннего в 3 звезды сделаю, а потом еще и Дизраптора сверху в 3 звезды сделаю. Это же такой развал будет. Мне одного Минера не хватит, у него там слишком жирные персонажи. Против ТБ надо будет еще найти себе двойные клыки по-любому. Там еще и антимаг ко мне присосался неприятно, это плохо. Ну вот, то, о чем я говорил, что Омник, он бесполезен против чистого урона. Ну типа да, он подхилит, но толку от того, что он подхилит сейчас. Бесячий это тут. ТБ, если честно, очень бесячий. Бесит он тем, что ему очень мало надо для того, чтобы играть на ТБшке. Вот поймите, вот видите его стол? Какой у него стол, и видите мой стол. И вот скажите, это нормально, это адекватно? То, что он с таким столом может меня спокойно сносить. У него стол в 10 раз дешевле, чем мой. Но итог мы видели. Можно было бы сейчас лишнюю фигуру заблокировать. Фигуры. Ну, там синергию какую-то, не знаю. Ну, в принципе, можно нежить заблокировать. Ну, я, кстати, по-моему, здесь сдох, да? Надо будет перчатку 5-го тира искать для чистого урона, потому что тут рыцари собираются, это неприятно. Вау. Нормально так продамажил. Блин, карапаса быстрее закончится, чем я ему щит собью. Обидно. А я его еще и не снесу, прикиньте. Щит рыцарей прокнул. Тупо вовремя. Вот это тайминги. Оп, карапасы. Но это не то. Не те карапасы. Не, на самом деле карапасы это прикольная тема, но не сейчас. Типа, если бы эти карапасы активировались во время его щита, да-да-да. А так...
Ну, ладно, ничья так ничья. Но я на самом деле хотел бы раунд выиграть. Надо будет, короче, искать перчатку 5-го тира. Сейчас, если мне 2 минера приходят, у меня ранее будет минеров 3 звезды. Это будет развал. Я ж надеюсь, на 25-м раунде я не откисну от мобов. Ну, стабильный ТБшка в 3 звезды. Орк вообще непонятный. Зачем он орков собирает 6 штук? Типа, я понимаю, зачем орки в целом. Но конкретно в этой ситуации зачем ему 6 орков? Может, он хочет 4 бога сверху поставить, но эта мета, она очень слабая через 4 бога. Может, только если дизраптора он найдет 2 звезды, тогда через 6 орков, в принципе, можно поиграть. Ну и то, дизраптору нужны будут предметы. Если предметов не будет, то будет GG. Предметы ему нужны. Я как знал, что будет какая-то подлива. Серьезно. Я как знал. Короче, я выйду сейчас из инкама. Возьму себе уровень, поставлю себе омника. Чтобы жизнь намного легче, мне казалось. Так, все... Ну, в принципе, взгляд Азеса можно было бы взять. Это трындец, товарищи. Это трындец. Маги собрались, кстати. Ну, я думаю, мага я спокойно вынесу. Как минимум, у меня есть наследие духа огня, благодаря которому я смогу спокойно пережить его прокаст, плюс еще и минку поставить. Плюс у меня омник есть, кстати, против мага дракона. Поэтому мага дракона я вообще не опасаюсь. Да, это... Оп, все. 0 урона. Зато держи 2 минки. Мне двойные клыки нужны. Все-таки хорошо, что я омника собираю. Дизраптор пришел. Ну, пожалуйста, дай мне 2 минеров. Пожалуйста, пожалуйста, давай. Я уже начну что-то мутить. Да, перевоплощение ДК украл, понял. Спасибо, полезно. Двойные клыки, отлично. Все, против ТБшки, я готов воевать. ТБшка должен страдать. И я ему это устрою. А вот этот, кстати, парень может и меня вынести спокойнее. У него там довольно-таки сильный стол. Ой, там Абадон в 3 звезды с посохом 3-го тира. Вот это неприятно. Вот это реально неприятно. Надо омника собирать в 3 звезды. Ставить себе 4 бога, и мне вообще будет плевать на весь физический и магический урон. Потому что 80% магического сопротивления и физического сопротивления будет. Это вообще забейте. Мне еще надо одна победа. Одна. Не 2, не 3. Мне нужна тупо одна победа. Жить, жить, жить! Ой-ой-ой, как... Двойные клыки не имба, ребята. Двойные клыки не имба. Видели, как я его стер в порошок? Просто ты должен страдать. Пожалуйста. Одного минера. Мне нужен 1 минер. Просто приди. 1. Я не прошу 2, 3. Мне нужен 1. Всего лишь 1 минерчик. Я и от омника не откажусь. Просто дайте мне минерчика. Не знаю, может сейчас выйти полностью из инкама и найти себе минера. Может, сила рандома услышит меня. Светлая сторона силы ко мне придет. И может у меня получится все-таки сделать то, что я хочу. Но зато у меня 7 побед уже есть. Это хорошо, потому что я хаотичный договор тогда получу предмет 3-го тира. Это прекрасно. Кстати, можно будет поставить фулгорн против ТБ. Да, я думаю, стоит поставить себе фулгорн против ТБ. Так, заберу я тебе или нет? Да. Забрал, проверяйте. Не, надо перчатка 5-го тира. И рефрешер желательно. То есть мне надо 2 предмета. Перчатка и рефрешер. Все. С этими предметами я его снесу в легкую.
Минер. Пожалуйста, молю. Молю, минер. Дизрыч, это хорошо. Минер. Пожалуйста. Может, через легендарные дубликаты сыграть? Да не, это дорого. Не надо было раньше об этом думать. Ну, я возьму сейчас цветку, но я, наверное, все-таки не буду так делать. Тут снова темный лорд есть еще. Абаддон довольно-таки сильный. Не, без перчатки 5-го тира я здесь пробивать их не буду. Надо перчатка 5-го тира. Но одна перчатка и рефрешер. С этими двумя предметами я их спокойно снесу. Просто он в 4 рыцаря сидит и меня выносит. Да, это жестко. Ладно. Сейчас 30-й раунд. Надеемся и верим, что я найду минера. Кстати, ТБшка дефолтный взял, снес только что, если что, топчика на первом месте, у которого был огромный винстрик. И это плохо. Это плохо, потому что он сейчас тоже будет становиться огромный. Можно, конечно, попробовать мифриловый доспех себе найти еще. Чтобы манореген у меня был хороший. Под 4 бога, прям то, что доктор прописал. Хотя, наверное, не стоит. Может, сразу лучше предмет 5-го тира поискать и не париться. Наследие духа огня — это, конечно, хороший предмет, но я не под минера, короче. Я думаю, надо придется его скипнуть. Если ТБ найдет себе еще и наследие духа огня, то он здесь имеет все шансы в топ-1 зайти. Мне придется перестраиваться, скорее всего. Минер, пожалуйста, дай мне минера. Умоляю. Минерчик. Минерчик, давай. Так, 50 монет у меня есть, хорошо. Что тут? Сумка! Я и забыл за эту сумку. Обалдеть! Мифриловый доспех берем. Это плюс манореген. Можно будет реально поставить себе 6 духов. Пожалуйста, одного минера дай. Бабку продал, бабка пришла. Дизраптор хорошо. Омник вообще отлично. Яйцо вообще шикарно. Минера. Минера! Ну дай минера. Да иди ты колотить. Ладно, короче. Поставлю себе немного богов. Да ты просто... Ну, ты... Он уже древних поставил, чистый урон. Неприятно. Вот так вот сделаю. У меня есть мифриловый доспех для манорегена. Такие все предметы. Хотя коса неплохая будет под 6 богов. Но я думаю зарандомить. Я его вынес! Обалдеть. Как вынес, не понял. Но вынес. 2 омника. 2 омника это хорошо. У меня как раз есть яйцо. Сюда. Трехзвездочный омник. Вот это да. Вот это я понимаю, имба. Коса неплохая будет против ТБ, но тоже коса может полететь в какого-то рандомного типа, а мне падает просто с рандомного сундука перчатка. Вот это... Сильно. 4 бога поставлю. Хотя на самом деле, наверное, мне все-таки Гор на Агр надо поставить. Надеюсь, я смогу его найти. Надо, наверное, будет поставить себе Гор на Агр. Чтобы ТБшка тратил свое время. Биф этот Горн. Блин, антимаг присосался ко мне. Минка, 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 взрыв, взрыв, взрыв! Йо, Минка не поставилась. I'm not hungry. It's a pity to throw it away.
Ладно, вот так сделаю. Пусть горный агр стоит. Мне он пригодится. Против топчика на первом месте мне вообще плевать сейчас. Есть! Минер! Сюда! Так, чё? А чё я думаю? У меня он 2 монетки стоит, этот минер. О, ребята, сейчас что будет? Это сейчас такой разрыв будет. Короче, я не боюсь ни первое место, ни того рыцаря. Я боюсь только одного ТБшку, но против ТБшки я поставлю фулгорн, 4 бога сверху. Надеюсь, я соберу дизраптора еще сверху, и все. Вам хана, ребята, будет. Это забейте. Сейчас, если на 35-м раунде мне еще и упадет рефрешер, молитесь. Просто молитесь. Вам будет очень больно, я обещаю. Хана берем? Или не берем? Да не, я думаю, не брать Хана. ТБ. Я думаю, такой расстановки мне будет достаточно. Ну, кстати, просто обратите свое внимание. Чел играет на ТБшке, имеет минимум предметов, но тем не менее, с этим минимум предметов он спокойно сносит всех. Минимум предметов имеет. Но на самом деле, когда я поставлю себе 4 бога, 4 горна, боже, там минка будет раз в 4 секунды ставиться. Ну, почти раз в 3 секунды. Взрывайся. Оп, минус ТБ. Страдай. Ты должен страдать. Чел, я хочу, чтобы ты вылетел даже в топ-4. Пусть рыцарь останется. Ну, кстати, я возьму Хана. Я намного быстрее соберу его так в 3 звезды, нежели я буду пытаться сейчас искать всех друидов и тому подобное. Все. Мне осталось только найти двух дизрапторов. И жизнь удалась. А потом поставить себе фулл горн и фулл богов. 4 бога я могу и так поставить уже. Что я сделаю, в принципе, против моба. Сейчас, если фартанет, и мне упадет еще и дизраптор в 3 звезды. Ух, это будет развал. Шар бездны против меня не работает. Против меня работают морские ребята. ТБшка уже там с 13 хп, но на самом деле эта ТБшка может спокойно сейчас выкинуть рыцаря и зайти в топ-3. А я этого не хочу. Я хочу, чтобы он страдал. Все, кто играет на мете, должны страдать. Все. Запомните. Презираю игроков, которые тупо сидят. Ну и вы поняли, да, что делают. На одну мету. Блин, 5 секунд действия, 4 секунды откат на способность Омника. Вечный щит получаешь против физмаг защиты, плюс еще от хила Омника. Ой, это хорошо. Призма, кстати. Жалко не рефрешер, но я на самом деле хочу взять шкатулочку. Ой, шкатулочку. Колдовскую цепь я хочу взять. Это плюс контроль, это плюс урон. Это плюс мана реген. Под мифриловым доспехом я буду моментально ставить минку. Плюс это еще и контроль, который будет обезоруживать. Ну, короче, не даст им бить и тому подобное. Поэтому возьму так. Для меня это прям то, что доктор прописал. Ну, этого типа я разорву и так, даже несмотря на то, что все впритык стоит. Он мне не сможет снести 4000 хп с энергией древних. Против рандомного там сайленса и тому подобное, у меня есть мифриловый доспех. Сейчас главное ТБшку выкинуть. ТБшку выкину, вообще плевать будет на всех. Блин, это рыцарь пришел. Прости, рыцарь. Прости, пожалуйста. Тяу-тяу-тяу. Прости. Рыцарь, честное слово, прости. Все. Все. Пошел контент. Так. Это ставим. Это убираем. Это ставим.
Убираем. Фулгорн стоит. Вот это убираем. Все. Идеально. Вот это сейчас у меня развал кабины. Блин, жалко, рефрешер не упал. Серьезно. 2 мины поставить и просто взорвать всех и вся. Сильно? Еще как. Ну тут у меня нечего как бы убирать. Вот так вот сделаю. Красота. Бум. Бум. Все. Жалко, ты в топ-3 зашел, чел. Тебе очень повезло, то, что я к тебе раньше не пришел. Тебе это очень повезло. Ну и на самом деле мне очень помог Горн. Горн помог, дай боже. Если бы не Горн, то эта ТБшка бы меня снес, когда он там вингой меня свапнул. Но чего не случилось, того не случилось. Я на самом деле даже против него мог бы поставить сейчас себе 6 богов. Ну, какая разница. Кстати, я чуть назад поставлю минера, потому что иногда почему-то мифриловый доспех очень криво срабатывает и не скидывает почему-то с себя дебаф. Ну и плюс я не хочу, чтобы он синергии богов мне отключил. А вот минка как задрать. Бам! Давай еще раз. Бам! Не, ну это круто. Это очень круто. Боже, давно я такого не собирал. Это мед, понимаете? Это мед для глаза. Я очень долгое время страдал и по итогу получил конфетку. Свою конфеточку получил. Но самое обидное... Не, ну сейчас у него предметы нормальные. Но все равно обидно то, что вот этот чел, он по итогу зашел в топ-3. Да. Ладно. Это такое. Ну красиво, красиво. Очень красиво. Я не ожидал, что мне придет минер. Но я очень рад, что он так пришел. Впервые за долгое время мне так рано пришел минер. Причем еще и в 2 звезды так рано пришел. Это ж вообще, ну извините меня, это развал. Просто... Классная игра получилась. Обалденная. Искусство — это взрыв. Мета была наказана. Инсектоид был наказан. Инсектоид вообще в топ-8 улетел, поэтому... Все отлично. Стоит ли мне что-то добавить? Ну, по поводу ТБ вы и так все прекрасно знаете, поэтому мне нечего добавлять по поводу ТБ. А так, в принципе, ребят, что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Не забудьте меня поддержать своим лайком. Если вы на меня не подписаны, обязательно подпишитесь. И моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.